Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Русский язык очень образный, и его возможности помогают нам четко выражать свои мысли. Хотя иногда мы даже не говорим вслух то, что имеем в виду. Часто мы используем слова в переносном значении, а также особенное устойчивое выражение. Фразеологизмы или устойчивое выражение – это связанное устойчивое сочетание двух и более слов, равное по значению одному слову. Фразеологизмы состоят не менее чем из двух слов. Эти слова обозначают нечто единое по смыслу. При этом значение фразеологизма может быть вообще не связано со значением слов, которые входят в его состав. Например, душа не лежит, не хочется, неинтересно, душа в душу, дружно, мирно. Душа ушла в пятки, стало очень страшно. Давайте запомним основные признаки фразеологизмов. Фразеологизмы состоят из двух и более слов. У фразеологизмов устойчивый, то есть один и тот же состав и неизменный порядок слов. Фразеологизмы обладают воспроизводимостью, повторяются в похожих языковых ситуациях. Фразеологизмы выступают в переносном значении. В предложении фразеологизм является одним членом предложения. Фразеологизмы – это результат длительного развития языка, в котором все это время отражалась реальная жизнь носителей языка, полученный исторический опыт. Давайте попробуем найти фразеологизмы в этом небольшом отрывке. Мой самый близкий друг Шурик любил, оказывается, считать ворон, бить баклуши и гонять лодыря. Дома он, как о том были наслышаны все в квартале, палец о палец не ударял, чтобы помочь бабушке. Мы, приятели Шурика, на его месте давно бы сквозь землю провалились и мучили бы нас угрызения совести. А этому, что ни толкуй, в одно ухо влетает, в другое вылетает. И таким он, оказывается, был, и когда от горшка 2 вершка только составлял, и теперь вымахавший с коломенскую версту. Все с него, как с гуся вода, все ему, что об стенку горох. Очень интересный персонаж этот Шурик, правда? Но с первого взгляда понять, чем же он так провинился перед своей семьей, не так просто. Давайте найдем в тексте фразеологизмы и разберемся, что же натворил этот герой. Считать ворон, проявлять невнимательность, бездельничать. Бить баклуши, бездельничать. Гонять лодыря, бездельничать, ничего не делать. Палец о палец не ударял, ничего не делал для достижения какой-либо цели. Сквозь землю бы провалились, исчезли бы, спрятались из-за сильного чувства стыда, угрызения совести. Сильное чувство вины в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это когда человек несерьезно относится к услышанному, быстро забывает то, что ему сказали. От горшка 2 вершка. Ребенок. С коломенскую версту, об очень высоком долговязом человеке. Как с гуся вода, безразлично, все равно, что об стенку горох. На человека ничего не действует. Персонаж небольшого рассказа получает от рассказчика не самые приятные характеристики. Кстати, среди фразеологизмов, которые мы нашли в тексте, есть устойчивые выражения, которые сложились исторически. Это, к примеру, «бить баклуши» – значение «бездельничать». По одной из версий, это выражение связано с изготовлением деревянной посуды. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку, баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям. Это было легкое дело, которое не требовало особых умений. Готовить такие чурки и называлось баклуши бить. Со временем выражение получило новый смысл и распространилось среди носителей языка. Некоторые исследователи относят к фразеологическим выражениям и пословицы. Пословица – это краткое народное изречение с назидательным смыслом. Признаки пословиц: краткость, простота языка, по форме представляют собой законченное предложение. Иносказательность. Вот примеры народной мудрости из Шабалинского и Яранского районов Кировской области. Их удалось собрать местным краеведам. Отчего кот гладок? Поел, да и набок. Не тот счастлив, у кого много, а тот, кому достаточно. Не от дождей урожай, а от поту. Одно слово кость ломит, другое сращивает. Чего нет, то всегда хорошо. Доброму человеку и чужое горе печаль. А теперь домашнее задание. Вы уже умеете составлять словесный портрет человека. А теперь попробуйте подобрать фразеологизмы и пословицы со словами «глаза»,
руки, ноги, голова на русском языке. Если получится, запишите по 2 выражения с каждым словом. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.